Друзья мои, добрый день, я вас всех приветствую, вы на канале Твой Мир, с вами Наталья. Я вас благодарю, дорогие мои, и желаю вам в 1000 раз больше любви, добра, изобилия, благополучия, чем желаете вы мне. Давайте сегодня посмотрим с вами таро-прогноз для знака зодиака Близнецы на неделю с 6 по 12 февраля. Близнецы, настройтесь, а мы начинаем. Первой картой посмотрим общие характеристики недели для Близнеца. Близнецы, у вас какая-то идет движуха, хочется сказать, да? Вы как-то, понимаете, выплываете из своих перипетий, которые были до этого. Здесь и чувства у вас играют, и новое начало, и конец монотонности, конец каким-то вашим незавершенным делам. Но давайте разбираться. То, что идет какое-то движение на этой неделе, это уже радует. Так, что вас ожидает в понедельник, дорогие близнецы? В понедельник у вас знаменуется картой чувственности, эмоциональности, да? Здесь вы будете как-то довольны. У кого-то новые отношения, у кого-то новое начало, новый какой-то проект. И вопрос этот решается как раз-таки в понедельник. То есть у кого был нерешенный вопрос, он решается для вас, близнецы, в понедельник. Что вам несет вторник? Во вторник вы почему-то либо встречаетесь с человеком из своего прошлого, либо делаете какие-то прошлые дела, которые еще не закончили на сегодняшний момент. И здесь, знаете, как будто от исполнения вот этого дела прошлого, да, зависит очень многое в будущем. И вы туда не зря просто так пошли, да, для того, чтобы, скажем так, кому-то это надо. Это надо в первую очередь вам, для того, чтобы в ближайшем будущем у вас не было каких-то перипетий. Давайте посмотрим, что для вас несет среда. Среда для вас несет скорость. Здесь вы применяете, но как-то, знаете, вы с кем-то вступаете в какой-то диалог, он такого конфликтного характера, но вы здесь настолько виртуозно применяете весь свой опыт коммуникаций, что даже вот здесь вы как-то больше переведете этот разговор, спор, да, в именно диалог отстаивания интересов. То есть вы как-то его так виртуозно перевернете. И будут эти диалоги происходить с королевой кубков, дамой очень чувственной. И как раз таки эти вопросы будут решаться какого-то ближайшего будущего. Давайте посмотрим, что вам несет четверг. Четверг для вас. Колесо фортуны. Здесь такая карта, когда вам предстоит сделать выбор. Вам предстоит сделать выбор, который, знаете, может быть, какое-то время откладывали. Здесь как-то в выборе будет не то, что замешан, может быть, и выбор касается человека, который по картам проходит как император. Да, это человек такой суровый, человек такой где-то даже деспотичный, требует подчинения, требует уважения. И вот с этим человеком будет решаться вопрос именно в четверг. Но он, знаете, как решится-то он здесь, мне хочется сказать благополучно, потому что все равно выпадает в комментариях карта Иерофанта, которая говорит о том, что максимально знаний для себя вы, конечно, подчеркнете с этого вопроса. Ну и, как обычно, колесо фортуны все равно это перемены к лучшему. Тем более мы видим, что рядом карта колесницы, это движение, вас выдвигает вперед. И для вас как бы судьба благосклонна, близнецы, на этой неделе. Давайте посмотрим в пятницу, что у вас. В пятницу у вас такие энергии, когда вы невероятную силу ощущаете. Здесь вы можете решить любые вопросы, применить свой опыт. То есть, знаете как, вот здесь, что бы ни случилось, кто бы вам ни встретился в пятницу на пути, будь то человек рассерженный, будь то человек злой, вот такое ощущение, как будто вы будете магическим образом все менять вокруг себя. Понимаете, вы будете расставлять в пятницу все так, как вам нужно. То есть вы будете настолько ощущать, хочется сказать, себя всемогущим, понимаете? Вот такие энергии для вас несет пятница.
И как мы видим, да, карта комментария Солнца, которая говорит о том, что вы добьетесь успеха. Именно на пятницу я бы вам рекомендовала, близнецы, свои дела, которые нерешенные, отнести на пятницу. Давайте посмотрим суббота. Суббота для вас знаменуется картой влюбленные. Это карта эмоций, это карта выбора, это карта страсти, эйфории. То есть, понимаете, в субботу вы вот будете кайфовать от того, что в пятницу у вас был такой день. Вот вы еще в субботу будете абсолютно довольны и абсолютно счастливы от того, что вы одержали победу в тех вопросах, которые вы решали. Давайте посмотрим. Ну, вот видите, вы еще и воскресенье, да. И в воскресенье вы ощущаете себя полным победителем. Здесь для вас, понимаете, как вас и уважают, и принимают, и вы как будто добились расположения чего-то, понимаете, вы одержали победу, и безусловно, вы здесь можете даже одержать победу над самим собой, и вы тоже будете этому безумно рады. Какой комментарий для вас дадут карты Таро как совета? Они вам говорят о том, что выбирай свое направление вперед, двигайся, не стой на месте, то есть ты уже достаточно прошел или прошла для того, чтобы двигаться дальше в развитии. Тебя твой путь ждет, и там, как говорится, очень много вкусного. Давайте посмотрим личные отношения для вас. А в личных отношениях для вас происходит какая-то стагнация, остановка, вы как будто закрыты. Это для кого-то уже даже прошлые отношения, близнецы, да. Кто-то уже расстался, ну, может быть, не так давно, либо вот эта грань какой-то остановки, которая не ведет в развитие, а все застопорилось. И одну секунду. И вы как будто друг от друга отдалены, вы сами в себе, партнер там сам в себе. Ну, как-то вот такая ситуация у вас в личных отношениях на этой неделе. Не очень радужная. Давайте посмотрим, что вас ожидает в работе. В работе у вас как раз-таки выпадает император. Человек, который вам поможет одержать победу или предложит возможность для того, чтобы вы поменяли свою жизнь именно в рабочем моменте. Этот человек сыграет важную роль в вашей жизни, потому что вы можете просто магическим образом изменить свою жизнь. И вот у вас в работе такой человек появился, такой, знаете, он, во-первых, очень уважаемый человек, требующий к себе уважения, и он требует это уважение не зазря. У него очень много знаний, у него очень много внутреннего ресурса, и у него очень много стратегий для достижения цели. Поэтому я вам рекомендую, и карты вам рекомендуют принять совет этого человека. Давайте посмотрим, что же вас порадует. А порадует вас, близнецы, тот момент, что все-таки советы этого человека вы послушаетесь. Несмотря на то, что вы здесь как бы будете сомневаться, да, нет, нет, но порадует вас то, что вы все-таки войдете в определенный круг людей, и вы понимаете, что уже в ближайшее время вы сможете гораздо приумножить свой капитал. Вы знаете, даже и капитал, и материальный, и именно внутренние ресурсы, да. То есть здесь карты говорят о том, что, используя эту возможность, вы будете максимально довольны. Это да. И в материальном плане в первую очередь. Потому что это будет связано с вашей работой. Так, что мы посмотрели, что вас порадует. Теперь мы смотрим финансы. На ближайшую неделю для вас финансы. Ближайшая неделя. Вы знаете, для тех, кто находится в каком-то творческом сотрудничестве, здесь понадобятся финансы для того, чтобы как-то подпитать вот этот творческий коллектив. И вы здесь как будто и хотите, и не хотите, и больше вот такого вот момента, как будто, ну, дать или не дать, и все-таки вы будете отстаивать свою правоту, что, может быть, так и не надо, может быть, надо как-то по-другому, но с финансами вот такой какой-то момент у вас будет проходить. И еще здесь такой момент может быть, что кто-то у вас попросит деньги, да, на какое-то мероприятие сходить, а вы здесь будете думать, давать эти деньги или не давать, и будете объяснять, даже не то, что там доказывать, да, а будете объяснять, что, может быть, и не надо, это
не скажем так, первая необходимость для того, чтобы идти и потратить эти деньги. Вот такой момент у вас по финансам. Давайте теперь посмотрим, что вас может неприятно удивить. Что вас может неприятно удивить? Ух ты. А смотрите, дорогие близнецы, неприятно удивит вас здесь момент того, что вы все-таки ощутите какое-то состояние разбитого сердца и депрессии. И здесь такой момент, как будто не оправдаются ваши планы на то будущее, которое вы себе строили. Да? Здесь выходит пятерка пентаклей, король жезлов, то есть человек, который рядом с вами строил с вами воздушные замки. Вот вы как раз-таки поймете на этой неделе, что это все пустые слова. Это все просто разговоры, и вы ощутите такую досаду и какое-то разочарование и печаль. Ну вот это вас неприятно удивит. Но не отчаивайтесь, жизнь продолжается. И давайте посмотрим, на что вам нужно обратить внимание. Обратить внимание вам нужно на королеву кубков, с которой у вас будут решаться вопросы, да, который вам все-таки может дать дельный совет и поможет принять решение. Королева кубков — это дама чувственная, дама, которая умеет управлять своими эмоциями, которая может поддержать в любой ситуации, которая может направить, которая, знаете, вот общение с которой вообще как живительная влага для вас. Это может быть и психолог, это может быть, ну, кто угодно, да, там лучшая подруга, я не знаю. Но вы для себя поймете, близнецы, о ком идет речь. И вот этот человек вам может дать очень хороший совет. Понимаете, здесь такой вот рядом, да, вот эта дама и принятие решения, которое вы все-таки никак... Или она вам даже, знаете как, не то, что принять решение конкретно скажет, да, что делать, а как-то наведет на мысль, как вот ту ситуацию, которая у вас была, как можно решить другим способом, вот так. Может так даже проиграться. Дорогие близнецы, вот такой расклад у меня получился для вас на предстоящую неделю. Я благодарю вас за внимание, я желаю вам всего светлого, доброго, изобилия, любви, радости, гармонии. Любите, будьте любимы, будьте счастливы, берегите себя, берегите своих близких. До новых видео. Ваша Наталья.